Всем привет, дорогие зрители, подписчики, а также гости моего канала. Вот и наступило время настольных зимних прививок. Настольные зимние прививки нужно производить в каждом регионе свой срок. Одним из основных показателей это высадка наших простратифицированных черенков в открытый грунт, когда земля прогреется плюс 12 градусов и выше. Примерно процесс подготовки подвоя, сама прививка и процесс стратификации, закалки примерно занимает где-то около 40 дней. В Крымском регионе процесс высадки в школку совпадает в конце апреля с началом мая. В любом случае нужно делать корректировку на погоду. Я весь процесс производства привитых саженцев снимал. У меня на канале есть видео. Я снимал об этапах стратификации, также о самих настольных прививках. Оставлю ссылочку, кому интересно, можете пройти посмотреть. Сегодня лишь хочу показать об одном из усовершенствований данного процесса. Сегодня речь пойдет процесс о стратификационной камере. Я ее немножко так усовершенствовал. И также сегодня хочу более подробно коснуться прививочного секатора или прививочной машины Омега Уно. Так, давайте посмотрим на данный процесс. Для организации рабочего места я сделал дополнительное освещение. То есть здесь есть точечные светильники, которые регулируем и освещаем именно ту рабочую поверхность, которую нужно будет дополнительно осветить. Если коснуться самой настольной прививки, это механическое соединение привоя с подвоем. Для данной операции, если вы будете делать примерно не более 50 штук, не обязательно покупать такие прививочные машинки, можно обойтись хорошим прививочным ножом, который также пригодится вам для выполнения прививок черным на зеленый. Если вы будете делать прививки примерно, скажем так, 500-1000 штук, то нужно уже приобрести прививочные омегообразные секаторы. То есть на данный момент, на мой взгляд, одним из таких вот хороших прививочных ручных секаторов это итальянской фирмы Due Boy. Да? То есть если у вас прививка будет насчитывать более 1000 штук, то для таких целей нужно уже приобретать прививочные такие машинки. В данном случае это прививочная машинка Омега Уно, которая устанавливается у нас на столе. Таким вот образом, у него есть педаль, да, который с помощью ноги приводится в движение. Сам процесс с помощью вот этого педали приводится сам механизм данного прививочного машинки. Так, давайте я для примера покажу несколько штук. Также существуют прививочные машинки Омега Стар и Омега Уно. В данном случае это Омега Уно, что означает, что одним нажатием педали можно произвести весь процесс. А Омега Стар, этот процесс происходит в два этапа, то есть два нажатия педали. Давайте возьмем один из подвоев. Да? Мы уже готовые наши подвои, которые прошли процесс подготовки примерно дней 10 до самого процесса. Наши привойные черенки находились в холодильнике, мы их достали примерно часов за 6 и делаем нашу настольную прививку. То есть здесь у нас есть место, куда упираем пятки наших черенков. Да, это составляет до самого момента примерно 35 сантиметров. Да, его укладываем в нижнюю часть пазухи. Таким вот образом, если у нас глазок смотрим на нас, то есть смотрит, то привойную часть подбираем из одноглазковых привойных черенков. Примерно смотрим по диаметру. Да, вот в данном случае вот этот черенок подойдет. Обязательно смотрим на полярность. Если у нас глазок смотрит вправо, то вот сюда вот на верхнюю пазуху ставим наш черенок. Устанавливаем его примерно правильно и ногой приводим наш механизм в одно движение. То есть резким нажатием педали производим срез. И я здесь намеренно остановил, чтобы показать в замедленном действии,
как происходит. Видим, нож у нас прорезал и привой, и подвойную часть. Когда мы педаль отпускаем, видим, что у нас идет процесс движения наверх. И вот механически соединяется привойная и подвойная часть. То есть смотрим, у нас получился одним нажатием получился сам процесс прививки. Пока его откладываю в сторону, покажу данный процесс еще раз. Берем еще раз другой подвойный черенок, упираем его в пятку, выставляем, видим, у нас глазок смотрит на нас, да, вот таким вот образом. Подбираем еще раз привойную часть, таким вот образом подбираем привойную часть, примерно по диаметру она совпадает. Ставим ее на верхнюю часть. Вот смотрим, глазок переворачиваем, устанавливаем таким вот образом. И одним нажатием педали сразу производим и подвой, и привой. Отпускаем педаль и видим, что у нас произошло процесс механического соединения. Все, на данном этапе считается, что уже наши привои с подвоем уже механически соединены. Но я провожу дополнительную обмотку с помощью пищевой пленки. Вот таким образом его вот так вот оборачиваем. Примерно, скажем так, 5-6 оборотов. Вот таким вот образом. И в таком случае данные черенки уже готовы к парафинированию. Мы проводим ее парафинированием. О самом процессе парафинирования тоже также я снимал видеоролики. Второй черенок точно так же обведен пищевой пленкой. В этом году я не использовал гетероксин, то есть просто-напросто механически соединяем привой с подвойной части. Успех данной прививки будет зависеть не в меньшей степени, как вы сохранили ваши подвойные черенки, также привойные черенки. От процесса жизнеспособности и сохранности, сколько питательных веществ сохранились в данных черенках, не в меньшей степени зависит успеха данного процесса. В таком случае я уже привитые черенки помещаю в стратификационную камеру. Я ее немножко модернизировал. Видим, уже в данном случае здесь уже находится примерно уже дней 5. Этот процесс находится. Видим, что уже пошел процесс набухания и проклевывания наших почек. Это говорит о том, что привойный материал весь был качественный. Наши глазки уже трогаются в рост. Примерно дней через 5 будет образование каллуса. В данном случае это прививочная стратификационная камера. Рассчитана где-то примерно на 1600 штук. Я ее так немножко модернизировал. Раньше я с помощью ручного опрыскивателя увлажнял. То есть данный способ стратификации называется открытым способом на воде. Данный способ получил он из-за того, что открытым способом весь процесс стратификации мы наглядно можем наблюдать. Также наши пятки черенков, где будут образовываться корни, находятся на губке, в воде. Я весь процесс этот снимал. Кому интересно, можете пройти по ссылочке и посмотреть. В данном случае данная стратификационная камера, она автоматизирована. Здесь у нас находится блок управления. Давайте более подробно коснемся самой стратификационной камеры. Сердцем стратификационной камеры у нас является терморегулятор STS-3028, который регулирует как показания по влажности, так и показания по температуре. Точно так же у нас здесь на показании влажности находится такой вот отдельный бачок, в котором мы заливаем воду, и при помощи туманообразователя высокочастотного вода разбивается на мелкий туман, да, скажем так, и с помощью вот данного вентилятора, вот такого небольшого в форме улитки, данный туман выдувается в саму стратификационную камеру. И таким вот образом данный терморегулятор поддерживает автоматически как показания по влажности, так и показания по температуре. Давайте сейчас пройдем с той стороны, я покажу, как происходит процесс заполнения туманом данной стратификационной камеры. Видим, вентилятор начинает выдувать через данные отверстия в нашу стратификационную камеру
скажем так, туман. И заполняется туманом наша стратификационная камера, и наши черенки находятся в увлажненной среде, что немаловажно, так как чтобы процесс образования каллуса и также проращивание наших глазков должно происходить в влажной стратификационной камере. И также мы регулируем данную температуру. Также в данной стратификационной камере находится вентилятор, который выдувает воздух на разогретую металлическую пластинку. И в данной стратификационной камере создается равномерная температура. И вот таким вот образом работает данная стратификационная камера. То есть процесс происходит автоматически. Таким образом, процесс стратификации занимает примерно дней 20. И неделю где-то уходит на процесс закалки. То есть акклиматизации наших зеленых побегов к солнечному свету, к открытому воздуху. Чтобы при высадке в школку, чтобы они не выгорели. Таким вот образом, в конечной стадии стратификации мы следим за погодными показателями. Если надо, мы немножко температуру уменьшаем, скажем так, до плюс 24 градусов. И мы немножко этот процесс замедляем. Смотрим обязательно за процессами погоды, чтобы после высадки не было возвратных заморозков. Это все, что я хотел сегодня рассказать. Всем пока, до новых видео.